А я, между прочим, серьезный человек, уважаемый ютубер. Вы часто говорите, что я идеализирую Черногорию, говорю, как здесь классно и так далее. Конечно, здесь классно, но есть тут и куча минусов. И один из этих минусов – это уровень сервиса. С одной стороны он есть, но с другой стороны уровень его, конечно, такой. То есть сейчас 7:30 утра, и мы идем в банк, чтобы открыть счет, карточку. И нужно именно к 8 утра к открытию банка прийти и взять номерочек, талончик. И с этим талончиком потом стоять в свою очередь полдня. Теперь покажи мне в России филиал хоть одного банка, работающего с утра, с 8. Зачем оно мне надо? В России приложение забил. Ага. Принесите мне карточку к стальки-то, и тебе принесут. Хорошо. А что? Единственное оставшееся в России банки? Понятно. Так вот, не надо. Банки в России есть. Банки хорошие. Другое дело то, что карточки их это тыквы, которые не работают нигде, кроме России. Непривычно пустынные пейзажи, никого нет. Видимо, за карточкой только мы идем. Надеюсь. В общем, времени еще без 15, вы смотрите, уже сколько народу. Ну, короче, это будет еще тот аттракцион очередь. Так, вышел дядечка-охранник, начал выдавать номерки. Ну, в общем, номерок мы получить не смогли, потому что номерков всего 20 штук. Но, соответственно, в очереди мы были примерно 45-е. И когда началась, только когда вышел дядя-охранник раздавать вот эти номерочки, то есть очередь просто перемешалась, взбесилась и фактически перестала существовать. Кто вперед прорвался, тот и взял номерок. Ну, а мы вежливые, и поэтому идем домой ни с чем. Хочешь? Маш, давай. Ну, поедем в Тиват, наверное, послезавтра. Говорят, в Тивате нет такой очереди. Потому что большинство россиян, украинцев и белорусов живут в Будве. И поэтому именно здесь вот такие вот безумные очереди. Самое обидное в этой всей ситуации, что можно было бы сейчас спокойно спать еще. Вы же знаете, я не люблю по утрам вставать. И если что, то вот инструкция. Зачем? Мы посмотрели. Мы ощущаем свое интеллектуальное превосходство над этим столом. Кто этот стол по сравнению с нами? Он стол, а мы человек. Мне кажется, вы без меня вообще не справитесь. Я, в отличие от вас, бумажку почитал. Да мы почитали уже, Джи, успокойся. Ну, даже пока еще ничего не сломали. Это пока. Мы только начали. И ты пришел помочь. Ты тоже пришел помочь, мой малыш. Туповатый, скажи, что это самое? Потом? Ну, вот так вот теперь смотрится наш стол. Дим. Протер? Чисто? Да Ир уже вытирать там нечего вообще. Ир, брось. Это бесполезно. Все, собрали столы. Теперь пойдем посмотрим, как Маша с Димой устроились. Показывай свои хоромы. Я включил широкий угол, чтобы казалось, что у тебя тут просторно. Давай. О, ну, кстати, ничего. Кстати, и правда достаточно просторно. Ему даже есть где работать. Вот здесь вот можно сидеть. Кстати, вообще здесь как бы место супер. Ну да, вполне. Есть. Здесь, а вот там столик. Ты же не можешь есть 24/7. Ну да. Ну, есть не так важно, как работать, поэтому... Телек. О, телек, кстати, нормальный. Че, хитач? Вообще кайф. Сейчас здесь. О, еще терраса. Сейчас прикольно. Очень темно. Видно. Вот спальня сразу. Круто. Раскладывающийся диван. Единственное, кто бился головой об холодильник почему-то. Кто добился, да. Духовка есть. А, духовка есть, да? Да. Круто. Куча всякой посуды, куча всяких полотенец желтая же. Охренеть, ты что, в гостинице как будто, посмотри. Причем мы снабжаемся. Еще полотенца. Еще полотенце. Еще полотенца большие. Охренеть. И, собственно, спальня. Не, ну круто, так жить можно. Кондерчики. Так жить можно. Так, вот такой душевая. И вон стиралка, да? А даже с нормальной загрузкой, а не с вертикальной.
Ну круто, Димон. 500 евро. 500 евро в месяц, да? Да. Ну, в принципе нормально. Все, пока. Давайте. Интересно, куда ушел папа? Кого-то встречать. Пойду проверю. Может быть, это Василиса пришла. Где же сказано? Где за? Опять кто-то приехал. Ничего себе. Сколько можно? Ездят тут всякие. Вообще в Будве я чувствую себя просто как дома. Я даже не могу вот на улицу выйти, чтобы не встретить кого-то знакомого. Не верите, что ли? Ну вот, видите, смотрите, уже кто-то знакомый бежит ко мне. О, Гриша. А ты откуда тут взялся? С вами блог Григория Голосика. А ты откуда здесь? Да тут серф открыли неподалеку. Да. Прикол. Я же говорю, я здесь как дома. Кто там? Кто там? Привет, дядя Гриша пришел. Ничего себе! А там будет Василиса? Вообще собираетесь? Дядя Гриша, скажи, а как ты здесь оказался? И вот он, исторический момент. Да, он первый раз за 3 дня ест вообще-то. Ты что вообще, да его мама будет это смотреть. Да, Лена, я его покормил. Давай. Телефон, кстати, не увеличивает, там такая порция есть. Ну, вердикт. Быстрее, время заканчивается. Очень вкусно. WhatsApp не пропустит. Goodbye, Russia. Я не вернусь. Сейчас сидим и обсуждаем, как же заработать денег. Потому что, конечно, жить в Черногории, а тем более, если мы планируем переезд в Канаду, гораздо дороже, чем в России. И, к сожалению, реально приходится думать, как зарабатывать деньги, а не как заниматься творчеством. Ну, смотрите, у нас идеи какие. Мы написали на доске, как заработать $1 миллион, и пишем здесь идеи. Картонному Джею нравится. Он сказал, будет нам помогать. Я считаю, сегодня поработали хорошо, можно идти отдыхать. Так, мы решили, что будем аккумулировать эти деньги в биткоинах и стейблкоинах USDT, потому что это гораздо проще перевозить так деньги через границу. И на данный момент у нас уже в биткоинах $131. То есть я считаю, мы уже большой путь прошли. Это успех. Теперь точно можно идти пить винишко. Наконец-то. Хватит работать на сегодня. Пацаны, вы знаете, куда мы едем сейчас? Сегодня, наконец-то, последний член нашей банды, Люба, тоже прилетает в Подгорицу, и мы едем ее встречать. Надеюсь, что она нормально долетит. Пацаны, вы тут хоть порядок наведите, пока тетя Люба не приехала. Вот игрушки свои, что ли, соберите. Люба точно таким же способом, как и мы, добиралась до Черногории. То есть на поезде до Казани, из Казани на самолете до Стамбула, вот этой вот траекторией, и потом уже на самолете до Подгорицы. Ну что, сколько топлива стоит? 60 евро мы заплатили, но минус вот это еще, я не знаю, евро там. А, вот сейчас я посмотрю. 58,80. Да, 58. 58,87 за 34,63 литра. Ну, очень, конечно, дорого, очень дорого. Сейчас переведем это все. Ну, Вовка империалист, конечно. Ты думали скрыться от меня в Черногории? Вот вам! Знаю я потайные ваши. Черногория не резиновая вообще-то. Ну, как бы да. Вообще официально в нашей компании Люба обладатель премии Дарвина в этом году, потому что она уехала из Черногории на 2 месяца в Россию и вернулась сюда. Самый тупой поступок этого года. Год еще не закончился. Подведем итоги 31 декабря. Ты получишь еще новую премию. Все равно Люба будет победителем, поэтому не важно. Просто может быть за другой тупняк. А, тебе лишь бы пакет посмотреть, да? Привет, Димус, привет. А скажи, ты мне не интересно. Вот тот пакет мне твой, скажи, больше интересен. Да привет. Я съем. Скучала безумно.
Ну что, первый состав снова в сборе. И вы знаете тост? За Монтенегро! Сейчас 7:35 утра, и мы куда-то идем опять с Любой. Люб, куда мы идем? В церковь. О боже. Сегодня православная Пасха, и мы идем с Любой смотреть, как традиционно отмечают ее в Черногории. Люба проверяет информацию. Просто пока еще идет служба. Все стоят вон у входа. Очень маленькая церквушка. Всех желающих не может себе вместить. Мне кажется, здесь застолья мы местного не дождемся. Пошли сходим в старый город, посмотрим. Запасной вариант. План Б. Пошли. А еще наконец-то начался сезон клубники. Привет! Мы тоже пришли, думали, они работают. Но ты ничего так знаешь толк в еде. Это наша любимая пекара. Мы с Любой пришли к старому городу. Люба пошла, как всегда, трескать и покупать круассан. А вот здесь в этом году около старого города поставили такие прикольные инсталляции. Здесь в обычное время много детишечек бегают и проводят разные благотворительные акции. Ой, они очень шатаются. Красиво. Ну что, добыла круассан? Нет, с 9. С 9 только работают? Что ты молчишь? И пицца смайл закрыта. Пошли в церковь. Пошли в Подаяние церковь. просить. Пошли. Ой, извините. Какие у вас лапоньки. Люба, надо срочно создавать интересный контент, а то нас вырежут. Ира, это не ко мне, с интересным контентом. Привет. Ты спишь еще? Простите. Реально никого нету. Где они все освещают? И устраивают застолья эти. А теперь лишь бы застолье. Ну вот, есть стол, который Люба все так долго искала. Ну, ожидание и реальность немножко. Сейчас мы нам покажем картиночки из интернета, да? Да. Как это должно было быть? Красивые барышни. Видимо, закончилась служба, и все уже разошлись. А вообще я считаю, что мы молодцы. Во-первых, встали в такую рань, сходили целых 2 места. Да? Да. Сейчас сюда будем круассан. И сейчас пойдем купим круассанчик и пойдем пить кофе. Добыла? Да. Быстрее, пока не остыли. Побежали. Побежали. Контент-мейкеры. Что? Кто будет снимать влог? Ну, камера у тебя в руках, ты снимай. Я посплю чуть-чуть. Спишь? А кто круассан будет есть? О, это я. Ты будешь есть круассан? Да? А где качается круассан? Откуда? Оттуда, с берега моря. О, да пошли, да. А у вас уже солнечные ванны. Солнечные ванны. Ой, да боже ты мой. Да, скажи, надо греться на солнышке, потому что мы супилдоги. Супилдоги питаются от солнышка. Очень вкусные были круассанчики, но я знаю, что вы ждете другого, рум-тура. Я его до сих пор не провел, потому что немножко приболел, но сейчас меня уже отпустило, и поэтому пойдемте посмотрим, что тут у нас есть. Так, рум-тур надо на iPhone снимать, иначе вы ничего не увидите. Так, это квартира. Это абсолютно точная копия квартиры, в которой мы жили в 2019 году, только в зеркальном отражении. Это тот же самый дом, где мы живем каждый год, когда мы приезжаем в Черногорию, потому что хозяин нас уже хорошо знает, хозяин пускает нас сюда вместе с собаками без проблем. И мы не стали выдумывать ничего в этом году и снова приехали сюда же. Вот сейчас по всплывашке вверху экрана можете посмотреть рум-тур нашей квартиры с 2019 года. Итак, здесь такая маленькая прихожечка с вешалкой. И выпадаем в большой open space, основное помещение. Квартира, я не знаю, может быть 90 метров, может быть 80, что-то вроде такого. Много чего докупили, много чего закупили, поэтому квартира уже такая приобрела
финальный вид, можно сказать. Здесь диван, телевизор, там стоит PlayStation и прочее. Но здесь вещи, которые никуда не поместились. В этой квартире совсем нет шкафов, поэтому как-то так. Здесь обеденный стол, 2 дивана, их, по идее, бы вынести на балкон, но переживаем. Уже поставили свет. Вот там стоит список роликов, которые мы хотим снять. А вот это уже полностью нами оборудованный уголок. Да, любимая? О, смотрите, номер 1 Doxydin Fan. Эти столы мы купили и поставили здесь такой, собрали мини-офис. Смотрите, мы готовимся сегодня, празднуем Пасху, поэтому красили яиц. Кухня точно такая же кухня, как была там. Много мы там роликов сняли. Мы там сняли ролик про то, как я зуб ломаю, точно помню. И про этих... Как Дин варил курицу, да? Да. Да, было дело. А это... Торт я там ел один раз. Торт на день рождения тоже. Так, смотрите, а это наш бизнес-план по тому, как заработать $1 миллион за год. Это присоединяйтесь, вы можете присоединиться в донатах в криптовалюте. Вот по ссылке в описании посмотрите. Нифига себе. А зачем ты бьешь малыша по голове? Он и так глупенький. А, ты гладишь, да? Типа мы не поняли, да, что ты делал? Ну, хорошо. Так, идем дальше. Ну, в кухне ничего особенного, конечно. Ванна, совмещенная с туалетом. Одна ванная в этой квартире всего. Так, это спальня наша. А это спальня Любина. Ну вот, как-то так и живем. В принципе, квартира достаточно просторная, хорошая, но... Совсем нет шкафов в этой квартире, только в спальнях совсем небольшие. Поэтому нам не удалось разложить все наши вещи до сих пор. Все валяется, где попало. И, конечно, не хватает нам еще одной комнатки, где бы оборудовать именно кабинет, чтобы туда все вот, в общем, где работать. Куда ты ушел, закрылся и работаешь. Потому что сейчас мы, по сути, работаем в общей комнате, и постоянно кто-то отвлекает, постоянно кто-то зовет кофейку попить и так далее. Такими темпами $1 миллион не заработать. Поэтому нужен кабинет. И именно поэтому мы уже договорились, 1 июня мы переезжаем в другой подъезд в этом же доме, и там будем снимать квартиру побольше. Побольше, получше, потому что эта квартира, конечно, ну, подушатанная. Ей, откровенно говоря, требуется ремонт. Я, конечно, не буду ничего показывать, здесь ничего сверхъестественного, просто там где-то стена грязная, ну, мы уже много чего помыли, там где-то что-то отбито, где-то ударено и так далее. Конечно, нет таких жестких косяков, какие были в Сочи. То есть раковины везде стекают у нас, лампочки... кстати, лампочки я несколько поменял. Но, тем не менее, как бы ничего такого критичного, но вся в целом она немножко подушатанная. Поэтому будем переезжать. Да, Ир, расскажи, сколько квартира стоит это? Эта квартира стоит 800 евро, но пусть будет сотня еще коммуналка. Ага, 900 евро. Да. Сколько это? 75 тысяч рублей. 75 тысяч рублей. Если мне память не изменяет, то квартиру в Сочи мы снимали за 175 тысяч рублей. И она была, ну, ничуть не лучше, чем это. Во многом даже хуже. А, я же забыл самое главное. Вид из окна. Ну, вид из окна тут просто божественный. Он чем-то похож на то, что было в нашей прошлой квартире в прошлом году, но в этом году мы чуть повыше. И похож на то, что было в 2019, но в этом году мы чуть пониже. То есть это наш любимый пляж Бечичи, куда мы ходим с пацанами гулять, где мы снимали много роликов. В общем, наше самое любимое место. Обожаю этот вид. Конечно, горы очень сильно добавляют красоты, то есть не как в Сочи, чистое голое море и ничего больше, а именно вот это сочетание воды и гор, когда есть за что зацепиться глазу, когда есть чем полюбоваться, вот это самый кайф.
Так, у нас на балконе здесь, посмотрите, пацаны отдыхают. Когда солнце сюда светит, они вот здесь вот лежат и дрыхнут на солнышке. И вы могли заметить, что здесь лежит уже мусор. Ну, не мусор, вторсырье. Пластик, бутылки, банки, точнее, алюминиевые и стеклянные бутылки. Потому что мы продолжаем раздельный сбор мусора, сортировку. Мы нашли здесь пункты приема. Появился чат русскоязычный, который занимается этим вопросом, кооперируются, как бы вывозят мусор и так далее. То есть дело сдвинулось с мертвой точки. Классно, будем вывозить, будем все вам рассказывать, все показывать. Ну а сегодня мы наконец-то в честь праздника все собрались. Ира, Гриша, Дима, Люба, Маша, Дин, Джей, я и наш гость Миленко. Привет! Привет! В общем, сегодня все здесь, сегодня все празднуем. Ура! Ксюши не хватает. И Ромы. Ой, скажи, как... Я уже продался. Я продался уже, скажи. Люба, ты где? Здесь? Так, смотрите, мы все разместились. Как? Мы один рабочий стол забрали и поставили. Потому что народу много. Ура! За Монтенегро, да. Йоу-йоу-йоу, это влог Григория Голосюка. И сегодня мы идем смотреть мою квартирку. Да, и, кстати, подписывайтесь на мой этот инстаграм. Посмотрите мои фотографии. Вот. Будьте счастливы. Я только что обрадовался, что нашел 20 евро. Ага. Ну, как всегда, Бог шутит надо мной. Но мы не сдаемся и работаем. Кстати, да, если вдруг вы смотрите этот влог из Черногории, приходите ко мне на съемки. Снимаю свадьбы, частные съемки, мероприятия. Вот. Это мой дом. Диван, на котором я храню свои вещи. Это моя замечательная кровать, двухспальная, потому что я люблю удобство, а я очень большой. Тут очень миленький такой торшерчик, тут тумбочка. Проходим дальше. Здесь у меня микрокухня. Здесь я готовлю себе всякую еду. Тут у меня рабочая зона. Я утащил этот стол с балкона. Теперь он стоит здесь. Так, мы снова стараемся получить карточки. Как я говорил, что я немного приболел, поэтому у нас эта вся тема отложилась. Сегодня мы сменим тактику, мы поедем в город Тиват. Там меньше беженцев, скажем так, из наших стран, и поэтому не должно быть такой очереди. Погнали, посмотрим. Мы приехали в Тиват, и оказалось, что Дима и Маша еще в Тивате не были, поэтому опять придется идти в Порто-Монтенегро. Но Дима хотя бы все по влогам видел. Какой ужас. Какой ужас, да, вообще, придется идти. Придется есть мороженое. Слушайте, а прикиньте, может быть, я наконец-то съем мороженое спустя 3 года. Помните, мне всегда не везло, оно всегда было закрыто. О, тут, смотрите, новая яхта какая прикольная. Стоит 200 миллионов евро. Интересно, она тоже российская? Нет, экспедиционник Оливия О стал первой мега-яхтой, построенной на норвежской верфи. Блин, какая прикольная, на стиле, да, вообще? Такой нос у нее крутой. Так, ну мы сначала идем в банк, потом сюда. Все, мы пришли к ипотекарному банку, взяли талончики. Здесь для этого не нужно в 7 утра приходить. Но непонятно вообще, откроют ли нам счет в этом банке. То есть в Будве мы точно знаем, что открывают, но открывают ли в Тивате, не ясно. Посмотрим. Машу отправили первую. Ждем своей очереди. Все, первая часть этой эпопеи закончилась. Мы пришли в банк, очень вежливые люди, реально очень вежливые все. На английском языке общались без проблем, взяли наши анкетки, которые мы заполнили еще заранее. Мы там немножечко расширили несколько пунктов. Сказали, что в течение 7 дней примут решение и отправят на e-mail, откроют ли нам банковские счета здесь или нет.
Очень бы хотелось, чтобы открыли, но мы как бы и альтернативные варианты тоже прорабатываем. Конечно, как же здесь в Порто-Монтенегро красиво и ухожено все. Кайфово. Ну, а теперь в Морец. Вдруг он открыт. Вообще, ладно. Не, ну понятно, они здесь гораздо более добродушные, потому что у них нет такой огромной очереди на каждый день. Яхта, конечно, прикольная, необычная. Пошлите рыбок смотреть. Нет, сначала мороженое, потом рыбов. Ты еще надеешься? Да. Удачи. Работает? Бегом в Морец. После стольких лет. Наконец-то. Не, мороженое великолепное совершенно. Но в Ростове вот у нас не лучше, не хуже было совершенно мороженое. Классно, итальянцы делали. Буду очень скучать по нему. Рыбы, конечно, огромные. Не знаю, вам видно, нет? Вон, смотрите, какие здоровые. По полкило, наверное. Да, вон, посмотрите, какие здоровые. Я говорю, они по полкило, по килограмму вообще. На жареху. Что, купаемся сегодня, но начнем с пацанов. Дин. Ава! Полетели, да, купаться пошли. Так жарко. Пошли купаться. Джей-Джей! Когда будете собираться купаться в чат, пишите, чтобы не шутить. Пошли. Все. Это скоростная лодка. Что ты ругаешься? М? Включил деда. Ну иди спасай их. Люба пошла. Мы закончили с прокрастинацией и начали снимать видеоролики. Сделали перестановку. У Димы наконец-то появился свой шкаф. Дим, каково жить в шкафу? Мне нравится. Нравится? Пацан, облачко. Все, нам пришло письмо из банка, нам согласовали карточки, поэтому мы снова едем в Тиват. И сегодня еще Гришу взяли с собой, накормить его вкусным мороженым. Приехали к банку, взяли номерки, и тут так жарко, и мы на самом пекле. Очень жарко. Я уже сходил в банк, сейчас пойдет следующий, Ира или Маша. Открытие счета стоило, открывают два счета, один международный, второй местный. Открытие счета стоило по 5 евро за каждый, то есть 10 евро заплатил. Карточка моя будет готова примерно через неделю. Получать ее надо будет здесь же, я получу смс-ку. Точнее, даже две смс-ки. Первая смс-ка это про онлайн-банк для мобильника. И вторая смс-ка о том, что моя карточка готова. Ну, слава богу. Данные моего счета у меня уже есть, то есть я могу из России уже деньги переводить. Круто. Сидим с Гришей, ждем, когда девушки освободятся. Что-то их дольше мучают, чем меня. Но вообще в целом хорошо, что хотя бы один банк открывает нерезидентам карточки. Потому что без этого я даже не буду рассказывать вам, как я здесь меняю деньги, перевожу их из России. Просто встречаешься на заправке, ты там переводишь крипту или рубли в российском банке, тебе кэшем выдают. Ну, это такая, знаете, мутная история. Неприятно. А у меня чуть попроще. Я просто прихожу к Илье после всего этого, говорю, дай денег. Такой, держи. Это класс. Это так работает, да? Да, и ничего переводить, крипты никакой не надо. Смотрите, какая медуза. Какая прикольная. Традиционный морец. Очень вкусно. Сегодня в Будве проходит карнавал. Он всегда был ежегодным, но из-за ковида, который еще существовал недавно, карнавал 2 года не проводился. И сейчас все с нетерпением ждут начала.
Народу нереально в городе. Погода отличная. И мы все идем посмотреть, что же такое Будванский карнавал. Чего ты ждешь? Зрелищ. Кстати, по всплывашке вверху экрана можете посмотреть ролик про Котор. И там есть кадры из Которского фестиваля. Ну что, карнавал кайфовый, костюмы отличные. Здесь, как вы поняли, не было этих больших фигур, которые были в Которе, и никого не сжигали. Кстати, в Которе в этом году сжигали самого главного преступника. Сейчас можно было бы еще разочек. Как вы помните, основная причина, почему мы не поехали на нашу традиционную зимовку сюда, в Черногорию, это были мои брекеты. Я не хотел менять на полпути врача, хотел уже закончить лечение в Ростове, чтобы все получилось четко. Но, к сожалению, внешние обстоятельства вмешались. В наш бизнес-план не входило, что наш президент маньячный империалист. И пришлось уехать в Черногорию, найти нового врача. И вот сейчас поедем, мне проведут коррекцию, посмотрим, сколько это будет стоить и как вообще выглядит стоматология в Черногории. Ире тоже надо на имплант ставить коронку, и она потолкует об этом. Может быть. Может быть? В смысле, у тебя дырка в зубах? Нету там дырки. Там дырка у тебя? Да. Стоматология русскоязычная, все врачи русскоязычные, находятся в городе Тиват. Вы помните, до Тивата недалеко, нам где-то полчаса ехать. Как на работу. Да, мы туда ездим уже как на работу, потому что там находится наш банк. Ох, ну, посмотрим. Погнали. Так, все, приехали, запарковались на платной парковке. Цена платной парковки 40 центов в час. Я могу оплачивать ее... Гриша? О, привет. А что ты тут делаешь? Работаю. А вы? К зубному приехали. Какая неожиданная встреча. Твой офис тут? Да. Ну, конечно, мы эту мини-сценку разыграли, просто Грише в Тиват надо было, у него тут съемка. Мы его довезли. В общем, оплачиваем парковку с мобильного телефона, просто отправляем смс-ку. Кажется, нам туда. Так, похоже нам сюда. Пожелайте нам удачи. Все, закончили. Процедура коррекции обошлась 50 евро. То есть это на самом деле даже дешевле, чем в России, если по текущему курсу считать. Если считать по курсу 1 к 100, по которому здесь меняют наличные на черном рынке, то получается так же. Ну, очень приятный доктор, все хорошо. Надеюсь, что у меня с зубами все будет хорошо. Ира тоже записалась со мной на одну дату, через месяц. Она поедет, ей нужно ставить коронку, как я говорил. В общем, все нормально, все по плану. Выпуск нашего ролика споткнулся о неразрываемый шов на китайских джинсах. Дима режет уже где-то 20 минут его, и мы никак не можем снять, как он рвется. Китайский шов таким образом победил российский кинематограф. Че уже, штаны не можете разорвать? Да, прочный очень. I'm a taxa lover. I'm a taxa lover. Не поверите, на месяц раньше освободилась квартира, в которую мы должны были переехать, которая побольше. И мы переезжаем.
Я сейчас вот заканчиваю, монтирую ролик, но надо переезжать, потому что завтра уже, чтобы освободить эту квартиру. О, Дима, ты на стиле. У меня такая же. Все просторно? Она огромная. Огромная? Мне кажется, обычная. Сейчас на другую камеру перейду. Так, смотрите, мы попадаем из коридора вот в такой холл. Здесь вот такая стенка, которая делит условно грязную и чистую зону. Вот это гостиная. Один санузел. Одна спальня. Кухня. Вот это вот гостиная. Сюда еще с кухней как бы такая вот. Именно кухня. Ну, слушайте, ну хорошо все сделали. Столешницу поменяли, отмыли все. Классно. Диван огромный, да, Люб? Огромная. Так. Вот столик. Так, и здесь еще получается одна большая спальня с большой кроватью. И спальня с маленькими кроватями. Это станет нашим кабинетом. Мы кровати уберем куда-нибудь и сделаем кабинет здесь. Так. Машинка стиральная точно такая же. Вот видите, проблема нет биде. В общем, все хорошо, кроме одного. Вот я сижу на диване и хочу посмотреть телевизор или поиграть в PlayStation. Но телевизор почему-то находится немного не там. По идее, у него будет место вот здесь вот. Вот здесь вот его место. Но тумбочка слишком широкая, туда мы ее не поставим. Короче, нужна новая тумбочка. Вообще, да, Гриш? Блин, Мы прямо над Open Heart. Ты что, вообще офигел, да? Вот это прям очень хорошо. И сколько же стоит такая квартира? Мы снимаем ее на весь год. То есть в сезон она была дороже, а вне сезон дешевле. Но мы снимаем ее на целый год, и поэтому цена ежемесячная будет одинакова. 1500 евро в месяц плюс коммунальные услуги. И это все еще дешевле, чем в Сочи. Но вообще с нынешним квазикурсом рубля это вообще всего 130 тысяч рублей или 100? 108 тысяч рублей. 108 тысяч рублей. И она все еще дешевле, чем в Сочи, даже с самым высоким курсом рубля. Да, это странно. И эта квартира, конечно, гораздо просторнее, чем в Сочи, гораздо лучше, чем в Сочи. Вид лучше, чем в Сочи, место лучше, чем в Сочи, все лучше, чем в Сочи и дешевле, чем в Сочи. Сочи, что с тобой не так? Собаки, поехали в новый дом. Джи, поехали в новый дом. Я. Тоже хочешь в новый дом? Сладкий, конечно. Поехали. Опа. Так. Что здесь? Что здесь? Ну-ка, идите, проверяйте. Ого, скажи, это наши все вещи? Ничего себе! Так, скажи. О! Очень ему нравится. Закрой пока. Так, все, я пришел забрать последний светильник и посмотреть, ничего ли мы не забыли в этой квартире. Ну, как будто бы нет. Да, конечно, наша новая квартирка попросторнее, поуютнее. Ну и вообще выглядит поновее. Ну все, квартирка. До свидания. До свидания. Так, ну что, с новосельем? Ура! Видео на канал уже рендерится. Значит, сейчас буду выкладывать. Обязательно смотрите его по всплывашке вверху экрана. Первое наше видео в Черногории после приезда. Немного затянули, конечно, мы его с его созданием, но были объективные причины. Ну, прикольный ролик, мне нравится. Мой папа лентяй. И ты тоже. Я нисколечко не лентяй. Ну вот Люба, похоже, един лентяя. Неправда. Кстати, этот ролик у нас получился, несмотря на количество игрушек безумное, которые мы там использовали, достаточно экологичный. Потому что все игрушки мы
либо взяли у местных жителей, в группе просили, либо купили у них. То есть это игрушки вторичного, как бы получается, уже использования. Это первое. А второе, мы нашли человека, который заберет у нас после съемок все эти игрушки для каких-то съемок еще на Хэллоуин. То есть ему нужны как раз такие уродцы. Ну, собственно, вот они, эти 2 пакета игрушек, ждут своего нового владельца. В общем, стараемся не свинячить. Так, а вот столько вот вторсырья мы наделали за месяц, что мы здесь. Ну, месяц и пару дней. Ужас просто. Слушайте, а прикиньте, раньше это все мы не сдавали здесь, в Черногории. И как 3 человека. Ужас просто, короче. Поехали в Подгорицу все это сдавать. Знаешь? Да. Здесь почему-то взвешивают весь все вторсырье. Вот сейчас стекло взвешивают, до этого ПЭТ взвешивали. Не знаю зачем, но окей. Такой чистый большой центр. Очень прикольно. Очень чисто вообще. Ни мусоринки, ни запаха, ничего. Привет! Ты тут хозяйка? Хозяйка такая красивая. Поэтому тут все так здорово, потому что ты такая красивая, правда? Ай, вообще огонь. Ой, какая красивая. Вот столько тут разных баков. О, папир можно было тоже перевести. Стекло. Нам дали такую бумажку, где переписали, сколько мы сдали всего в килограммах. Видимо, чтобы нам было стыдно. Почему стыдно? Наоборот, чтобы мы гордились. Что мы столько потребляем мусора. Нет, что мы столько мусора, точнее, вторсырья сдали на переработку. Не в океан выкинули, никуда. Офигеть, льет тут. Вы не поверите, но эта эпопея завершена. Моя карточка Visa. Я уже закинул на нее из России 200 евро. Сейчас посмотрим, пришли ли они. Маша тоже получила карточку. Ну и ответ на последний вопрос. Сколько же нам обошелся вот этот переезд, эта релокация, с учетом билетов, месяца, что мы здесь уже живем, едим, пьем, арендуем квартиры, в том числе внесли задатки за несколько месяцев вперед, арендуем нормальные квартиры, вы все видели. Итак, на данный момент мы потратили $20 000 из наших накоплений, которые предназначались на черный день. Соответственно, черный день настал, мы начали их тратить. Очень здорово, что вообще несколько лет назад мы создали такой фонд накоплений, куда скидывали деньги по 10% от дохода. Эта тактика себя оправдала. Если бы не эти деньги, то никуда бы уехать мы не смогли. Поэтому я крайне рекомендую вам задуматься о накоплениях. Если вы до сих пор этого не делаете, стоит, оно того стоит. Спится гораздо спокойнее, когда у тебя есть кубышка, чем когда у тебя ее нет. Ну а пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайкосы. Впереди будет много чего интересного и, надеюсь, очень много чего красивого. Всем пока.